Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир, и мы продолжаем автопробег по Евросоюзу. И судя по просмотрам первых 2 серий, вам нравится такой формат подачи информации. Если захотите перенестись в солнечные страны, то перейдя на мой YouTube-канал, вы найдете плейлисты по Доминикане и Кубе. Ролик, который вы смотрите сейчас, 3-й по счету из долгого и интересного на события путешествия по странам Шенгена. Пристегнитесь, и мы начинаем. Едем в самый маленький город в мире, как заявлено. Чтобы попасть в Дюрбею, вам понадобится автомобиль. Возможности воспользоваться общественным транспортом очень ограничены. Дюрбею впервые был упомянут в 1078 году, однако официальный статус города был закреплен за ним только в 1331. J'ai donné tout autant que toi. Tes armes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, Являясь торговым центром на северной границе Люксембурга, поселение могло в любой момент подвергнуться нападению, а вот защита в виде военного гарнизона полагалась только городу. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. И он считается самым маленьким городом в мире. Это по первой версии, и считается таковым и подтвердил этот титул в 2009 году. А по второй версии считался таковым вплоть до 1977 года, когда наряду с окрестными деревеньками образовал коммуну с населением около 10 тысяч человек. Одноименный городок, к которому начала прирастать коммуна, он насчитывает всего 400 человек. Но, тем не менее, здесь находится более 550 памятников, которые охраняются правительством Валлонии. Дома все старинные здесь. Vois-tu comment le monde est stupide? Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être rentré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'as plus pas besoin de me faire tant mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Меня многие просят рассказать о цене пива. В супермаркетах, допустим, оно варьируется от 1,3 до 2, наверное, 3. А в специализированных магазинах это уже от 2,3 и до приличной суммы. Вот это старейшее здание города, мясная лавка, а рядышком вывеска, которая гласит «Вход для свиней». Дело в том, что изначально свиней на убой гнали прямо через всю лавку, когда там находились посетители. И для этого сделан специальный вход. Вот это парк Топиер. Топиер — это искусство изящной стрижки растений. Парк на самом деле небольшой, но он считается самым большим в мире, именно посвященный этому искусству Топиер. Теперь я хожу не просто с человеком, а с блогером. Поэтому, если раньше мы могли бы сюда не зайти и пройти мимо, потому что это стоит денег, то теперь блогер заплатит за любой кипиш. За любой интерес. Раньше он просто сказал бы, ну, это За любой интерес. трава. Это не было бы это. А теперь это стриженная. Кто стриженная? Кто стриженная? Самшит. Самши. Он даже выучил, кто это стриженный. Раньше была бы, Самшит. А ты в курсе, что Трава. самшит растет 3-4 сантиметра в год? Ты в курсе вообще? Я не- Ты в курсе? Вот так вот. А я в курсе. Сколько растет самши?
3-4 сантиметра в год, да. Вот вы знали эту информацию? Нет, но если Ставится бы не проволочный этот блогер, каркас. если бы не этот блогер, И десятилетний Картавцев, Владимир. фильм-канал, Владимир, обращайтесь. Ну, так интересно. Правда, денег стоит 4,5 евро за персону и плюс парковка 5 евро. Нет, так поближе, конечно, не стрижено, а вроде так и стрижено. Да? Запущено? Ну что, потребуем 4,5 евро? Обратно за нестриженность. Это самый большой парк, который должен быть выглядеть просто с идеалочкой за такие деньги. Не говори. О, пьяный белочка чуть не вон, смотри, заваливается. Нет? Погодой чуточку не повезло. Ну, мы едем в Брюссель, я надеюсь. Завтра обещают очень-очень хорошую погоду. Истинный блогер вот в такой ливень пришел гулять в какой-то парк, где типа дом провалился под землю. И вот ради этой прищепки еще мы уехали. Фиг знает сколько. Вот она, Бельгия. Дождь, дожди, дожди. Ну вот на прищепке. Город Льеж. Здесь надо обязательно попробовать льежские знаменитые вафли. Вафли. Вот это с корицей. А вот это, я так понял, с ванилью, да? Говорят, знаменитые. Особое какое-то приготовление теста. Это знаменитая лестница с 400 ступеньками. Говорят, открывается шикарный вид на город. Не знаю. Преодолеем? Ты нет. Он вафли наелся, мне не дал ничего. У него есть сила, у меня нет. Здесь бывает выставляют цветочные такие фигуры по всей лестнице вверх.
Ребята, так скажу, написано, вы будете обладателем шикарного вида Льежа. Ну, просто может быть, вида, ну, как самого города, да, вы увидите сам город. а чем он отличается от... Ну, для меня это хрущевские постройки. Ну, перемежающиеся Вот как-то какими-то так. красненькими. Вот это здание, это музей Роберта Гарсета. Это, кстати, он его и построил. Строил в течение 10 лет один из блоков, кремниевых блоков, который добывал с глубины 33 метра. Увенчанный 4 символы апокалипсиса. Лев, бык, сфинкс и орел, по-моему. Вот так вот выглядит. Вон 4-й лев, его видно. Символизирует, короче, мир против войны. Был верующим и читал Библию очень много. Такую штуку соорудил. Ну все, вот эта высота 33 метра. Там вот с той стороны лестница какая-то особенная. Тоже по расчетам древних цивилизаций. Но это надо билет покупать. Так что это вам решать. Работает с половины 2 до 6. Заехали вот в тупичок вот такой странненький. По всей видимости, это вот этот объект, куда мы ехали. Ну, людей, как вы видите, нету. Наверное, достопримечательность так себе. Но вот великий блогер снимает что-то там. Ну, архитектурного дизайнера я не знаю, кто это сооружал, но вот это и сделано из железных плит, стальных. Стальные плиты. Стальные плиты. А, оказывается, сооружение называется «Читай между строк». Ну, как раз вот он, примерно так я это и понимала. А можно ехать, я не пойму? Если они у тебя. Никакой машины нет. Слушай, везде кирпичи, смотри. Везде кирпичи, Вован просто в центр города, вот на Красную площадь залез. Бля. Куда как уехать? Продолжает ехать по Красной А площади. подожди ты. Ну, если что, будем извиняться. Прошло 3 дня почти. Я надеюсь, блогер, занятый блогерством, купит мне картошку наконец-то просто. Просто картошку. Давай. Грот. Соус 2, соус на выбор. И вот эта водичка. 8 евро. Вот она, настоящая картошка фри. Ее жарят не на растительном жиру, а на животном. В 2 этапа. Домус. На самом деле это ресторан, пивоварня находится в соседнем здании. Варит они всего 3 вида пива. Прямо в ресторан проходит пивопровод. Вот он, жук-скоробей. Скульптура называется «Тотем». А вот это центральная эта библиотека, как говорят, 2-й Хогвартс. С Брюсселем вообще ситуация интересная. Билеты мы взяли вот такие и думали, что в Амстердам попадем, но вовремя спохватились и не поехали в Амстердам. Но гостиница уже в Брюсселе была куплена. Получился у нас где-то в промежутке. И пришлось от этого отталкиваться. Я начал искать варианты, где поставить машину в Брюсселе. В центре города это сумасшедшие цены. Поэтому есть такой вариант, как Пи
Air, перехватывающая парковка. Приезжаешь, ставишь бесплатно машину и едешь на поезде в центре, либо на автобусе. В Брюсселе это возле станции метро. Зато машина простоит 2 суток практически, 2 ночи. Ну, потратимся на билет, естественно. Ну, а что сделаешь? Вот так вот получилось. Готовы снимать все, что угодно, когда есть такое солнце шикардосное. Завтра мы встанем, и будет все в солнце. Мы приехали в метро. Бежим. Вован открыл дверь. Ну, практически как у нас. Практически как у нас. Нету никого людей. Вообще здесь все люди 8 уже, видимо, их нет. Заселились. Макс Хотел. Вот решил открыть из дерби пива Брюна. 6 оборотиков, 7 даже. Очень хороший, очень на лёв похоже. Решил попробовать Флорис. Он со всяким вкусом. В данный момент это шоколад. 3,90. Попробуем. У Флорис там где-то 10 видов. Я попробовал только шоколадный. Он мне не очень понравился, но я не хочу делать ранние выводы. Видимо, был не очень удачно выбран именно шоколадный, потому что другие, говорят, более вкусные. В следующей части мы уже посмотрим Брюссель во всей его красе и двинемся дальше в сторону Гента и Брюгге. Вы мне так и не писали, какой формат вам интересен. 15 минут, 20-30. Как вам лучше заходит. И спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Кто поставил лайк, кто поддерживает мой канал таким способом. Кто оставляет комментарии. Неважно какие, хорошие, плохие. Это очень важно для меня. Если вам есть что сказать, напишите мне. Ну что, увидимся через неделю. Пока.